XVII век – не лучшее время в Европе. Религиозные войны, голод и эпидемии. Плохо всем, но евреям плохо вдвойне. Они чужие, а значит, виновны во всем. Неурожай случился, евреи через кабалу наколдовали, чтобы добрых христиан извести. Река обмелела, опять без евреев не обошлось. Воды пьют много. Гетто еврейское, оно же как раз возле берега стоит, всего в 3 кварталах. А уж если эпидемия случится, то... И ладно, если просто налогами давить начнут, можно и откупиться. Деньги – дело наживное. Но ведь могут и изгнать, лишив всего в одночасье. Или того хуже, сразу на костер за отказ от крещения, ежели в погроме уцелел. Но не все так мрачно, как кажется. Есть Америка, в колонии которой в поисках лучшей жизни уже перебралось немало народу, а еще Австралия. Далекая южная земля на краю света, совершенно не освоенная, но вполне пригодная для жизни. И, что немаловажно, не находящаяся еще под властью ни одного европейского монарха. Так почему бы и нет? Если другие народы могут создавать колонии за морем, чем же евреи хуже? Да, конечно, Австралия намного дальше Америки, но в этом есть и плюс. Можно жить и дышать свободно, а еще копить силы, чтобы когда-нибудь вернуться в землю обетованную и... Но это дело будущего, а пока 4 галеона ушли в океан. И, если все пройдет хорошо, то через год... Но год истек, за ним 2-й, 3-й, и ничего, никого. Значит, погибли, так решили и в этот раз оказались неправы. Просто недалеко от мыса Доброй Надежды, там, где встречаются волны Атлантического и Индийского океана, что-то пошло не так, и странный зеленый туман окутал идущие в кильватерном строю корабли, и солнце вдруг скакнуло на небе и обратило свое движение вспять, а на востоке, или вернее там, где только что был восток, из-за облаков появилась огромная, не похожая на луну, луна, от света которой ночью светло, как днем. Что это? На ад не похоже, на рай тоже. Во всяком случае, ни чертей, ни ангелов не видно. Но зато по берегам широкой реки, в которую вдруг превратился океан, зеленеют изумрудной травой луга, а среди огромных никем ранее невиданных деревьев порхают странные птицы. Так где же оказались те, кто отважился пересечь 2 океана ради свободы и новой жизни? В 1543 году польский астроном Николай Коперник в своем бессмертном труде о вращении небесных сфер убрал Землю из центра мироздания, доказав, что она лишь одна из планет, вращающихся вокруг Солнца в сфере неподвижных звезд. А немногим более, чем через полвека сожженный добрыми католиками Джордано Бруно, развив в своей философии учение Коперника, утверждал, что и Солнце отнюдь не есть центр мира, а всего лишь рядовая звезда из множества звезд, вокруг которых также вращаются похожие на Землю планеты. Бруно сожгли, но сжечь не значит опровергнуть. Ему на смену пришел Галилей, открывший в свой телескоп лунные горы и спутники Юпитера, тем самым окончательно доказав, что Земля, как планета, не уникальна. Так что ответ очевиден. Это не Земля, а другая планета, но очень похожая на Землю, или даже не планета, а спутник Луна, поскольку вращается вокруг планеты, подобно Юпитеру, а может быть и Юпитера. Галилея бы сюда, он бы разобрался. Но со всей очевидностью ясно одно. Назад пути не будет, ведь просто так подобное не случается, а поскольку здешняя земля обильна и плодородна, стоит ли быть недовольным судьбой, идя против воли Бога, уподобляясь пророку Ионе? А то ведь в этот раз чревом кита может и не ограничиться. Судьба однажды стукнет в дверь, и ты уйдешь за ней. Господин Ван Вейден, к вам можно.
Стук в дверь оторвал Абрахама ван Вейдена, штурмана голландской Ост-Индской компании, только что вернувшегося из очередного плавания, от состояния блаженного ничего не делания. И хотя каюта штурмана, фактически второго человека на корабле, не намного уступает каюте капитана, ей даже отдаленно не сравнится с комфортом комнаты не самой дорогой припортовой таверны, где можно просто посидеть в тишине и одиночестве у распахнутого окна, разглядывая лес мачт над портом, отдыхая душой и телом от перипетий очередного плавания, строя планы на будущее или анализируя жизненный путь за истекшие 3,5 десятка лет. И вот теперь это, во всех отношениях приятное времяпрепровождение, было бесцеремонно нарушено. «Это еще кто?» Абрахам ван Вейден недовольно поморщился. «Кого там морской дьявол принес в воскресенье? После обеда, когда все добропорядочные люди, а впрочем, возможно действительно что, то важное, раз в столь неурочный час явились. Ну, это сейчас узнаем». И произнес: «Входите, не заперто». Дверь распахнулась, и на пороге появился человек, увидеть которого здесь и сейчас Абрахам ван Вейден ожидал меньше всего. Мужчина, возрастом лет под 50, широкоплечий, дорогая, по последней моде одежда, густая, коротко подстриженная борода, южный, чем-то похожий на испанский, тип лица, уверенный, цепкий взгляд проницательных голубых глаз. Явно не посыльный Ост-Индской или другой торговой компании с предложением о заключении очередного контракта, или сосед по этажу, решивший заглянуть к бывалому морскому волку, послушать удивительных морских историй. Скорее всего, купец, причем, судя по одежде, иностранный, с юга Европы, из Испании, Португалии или их заокеанских колоний. Возможно, судовладелец или капитан торгового корабля. Но как бы там ни было, человек явно с серьезными намерениями. От полусонного состояния Абрахама ван Вейдена мгновенно не осталось и следа. Он поднялся навстречу гостю. «Абрахам ван Вейден, с кем имею честь?» «Исаак Штерн, купец-негациант из Гамбурга», — представился вошедший. И тут же без паузы продолжил: «Герр ван Вейден, прошу извинить за возможный прерванный отдых, но у меня к вам деловое предложение, которое может вас заинтересовать». Еврей-купец из вольного города Гамбург. Неожиданно. Абрахам ван Вейден еще раз оценивающе оглядел гостя. И что же он предложит? На иудеев еще работать не приходилось. «Герр ван Вейден». После короткой паузы, удобно расположившись в кресле возле заваленного бумагами стола, начал Исаак Штерн. «Я хочу предложить вам контракт штурмана, по условиям которого вам будет необходимо провести корабли к берегам, открытые в 1606 году Абелем Тасманом, Австралии. Вы, Герр ван Вейден, один из немногих навигаторов Европы, имеющий опыт плавания не только в Атлантическом, но и в Индийском океане. Поскольку, будучи штурманом голландской Ост-Индской компании, неоднократно ходили в Индонезию в колонию Батавия. В Ост-Индской компании вы на очень хорошем счету, а от колонии Батавия до Австралии не так уж и далеко. Так что, полагаю, переход до Австралии будет вам по силам. Более того, Герр ван Вейден, мне удалось собрать довольно значительный материал об экспедиции Абеля Тасмана, в том числе и навигационные записи. Они будут в вашем распоряжении, а это должно существенно облегчить задачу. Благодарю за столь лестную оценку моих способностей, Герр Штерн». Абрахам ван Вейден перешел на немецкий, желая тем самым выказать уважение гостю и лишний раз попрактиковаться в языке. И без ложной скромности могу сказать сразу, что условия контракта я выполнить в состоянии. Но не сочтите за излишнее любопытство и желание совать нос не в свое дело. А зачем вам нужно в Австралию? Я был в Батавии 2 раза, и по своему собственному опыту могу сказать, что это далеко не рай. И нашу голландскую Ост-Индскую компанию в тех местах удерживает лишь то, что до Индии и Китая не так уж и далеко. А сколько у нас в Европе стоят товары с Востока, вы, думаю, знаете не хуже меня. Но в Австралии, в отличие от Индии и Китая, ни фарфора, ни шелка, ни пряностей, ни специй. Ничего этого нет. Одни дикари. Во всяком случае, именно это следует из материалов экспедиции Абеля Тасмана, с которыми я тоже знаком, и не доверяйте им, не вижу оснований. Или у вас, Герр Штерн, чисто научные цели? Исследовать новую неизвестную землю? Если да, то охотно соглашусь на участие в такой экспедиции, потому что мне это тоже интересно. Вот по вечерам привожу в порядок путевые записи.
Абрахам ван Вейден кивнул на лежащие на столе бумаги. «Да, вы правы, гер ван Вейден. Исаак Штерн тоже перешел на немецкий. Задуманное не имеет в себе коммерческой выгоды, во всяком случае на первом этапе. Научные исследования будут при первой возможности. Но основная цель – это основание в Австралии, постоянно действующей колонии, в любом удобном для жизни месте». Колонии! Абрахам ван Вейден был искренне удивлен. Но зачем, гер Штерн? До Австралии 6 месяцев пути, до Америки 2, и она еще далеко не заселена. Так кто же и главное, зачем отправляться в такую даль, если можно? Можно, но не всем. В голосе Исаака Штерна зазвенела сталь. Нам, евреям, нельзя. Мы евреи, гер ван Вейден, много лет назад лишившись родины, рассеялись по миру, но так и не стали нигде желанными. А если где-то и были, то ненадолго, пока были нужны. Один Альгамбургский эдикт 1492 года чего стоит. Конечно, самое лучшее было бы вернуть данную когда-то Богом нашему народу землю обетованную и воссоздать Израиль. Но при нынешнем положении дел соотношение сил таково, что сделать это при всем желании не представляется возможным. Турок османов нам не одолеть. Но есть другой, более простой, но и более длинный путь. Основать независимую колонию Израиль, где бы евреи могли жить свободно, как в своей собственной стране, не опасаясь преследования только за то, что они евреи. И Австралия, гер ван Вейден, подходит для этого намного больше, чем Америка, именно потому, что она дальше. Ведь Америка, в отличие от Австралии, уже давно поделена королями Европы, пусть даже во многом и формально. И как только станет известно, а долго скрывать этого не удастся, что евреи хотят создать в Америке не просто очередное поселение, а независимую колонию. Второй Израиль. Монархами Европы будет сделано все для того, чтобы колония прекратила свое существование, причем, скорее всего, вместе с колонистами. С колонией в Австралии проделать подобное будет намного сложнее. Именно из-за расстояния и, как следствие, огромных расходов на посылку войск. Так что велик шанс на то, что на существование находящейся столь далеко независимой еврейской колонии, а сразу о независимости мы объявлять не будем, чтобы выиграть максимум времени на подготовку к защите, в Европе просто закроют глаза, как на малоприятный, но вполне терпимый факт. Ну а в будущем, если удастся преодолеть первые трудности и добиться пусть не признания, а хотя бы политического нейтралитета Европы, можно будет колонизировать всю Австралию и начать копить силы, чтобы, может быть, через 50, может быть, через 100 или даже 200 лет освободить Палестину и воссоздать Израиль, оставив за Австралией статус заморской территории. И еще, гер ван Вейден, Исаак Штерн понизил голос, мы, я и те, кто разделяет мои взгляды, долго думали и пришли к выводу, что колонистами могут стать не только евреи, по вере иудеи, но и евреи по крови, потомки тех евреев, кто по тем или иным причинам сменил веру при условии возвращения их к вере предков. Дети не должны отвечать за дела родителей, и глупо было бы отталкивать от себя столь многих, которые могут быть полезными в нашем общем деле людей. Особенно если учесть, что, принимая другую веру, еврей, а я не зря упомянул Альгамбургский эдикт, мог быть и не совсем искренним и передать эту неискренность по наследству. Последние слова были сказаны тихо, почти шепотом, но от них у Абрахама ван Вейдена, штурмана голландской Ост-Индской компании, настоящего морского волка, не раз бывавшего в свирепых тропических ураганах и привыкшего честно и прямо смотреть смерти в лицо, все похолодело внутри. Этот Штерн, он что, знает? Но откуда? Ведь все всегда один делал, без свидетелей. Или не знает, а просто догадывается, предполагая саму такую возможность, раз наводил о нем справки. Ведь о том, что Абрахам ван Вейден не чистокровный голландец, а полукровка, отец голландец, а мать испанка, здесь, в Роттердаме, ни для кого не секрет. Но и о том, что его мама не просто испанка, а из испанских маранов, то есть крещенных евреев, кое-кто из ныне живущих тоже может знать. Не всех в одночасье, как родители, унесла чума, а золото, как известно, умеет развязывать языки получше самого крепкого ямайского рома. Но и это не так страшно при его теперешнем статусе. Мало ли кто и когда у кого был в предках. Иисус тоже был евреем. А вот если станет известно, что добрый христианин Абрахам ван Вейден, тайный иудей,
Это костер. Как ни кайся, такое ведь не прощают. Это же не книги Коперника, Галилея и Джордана Бруно читать. А между тем Исаак Штерн, купец-негациант из вольного города Гамбург, как бы и не замечая состояние собеседника, уже нормальным голосом продолжил. Так что, как видите, герр Ван Вейден, все задуманное вполне логично и осуществимо, хотя, конечно, и не без трудностей. А теперь, когда вы знаете все, хотелось бы услышать ваше решение. Размер оплаты по контракту будет равен размеру оплаты за ваше предыдущее плавание в Батавию. Но предупреждаю сразу, в случае отказа никаких претензий к вам не будет. Я просто уйду, как будто бы ничего не было. Мне нужны только добровольцы. Под принуждением новую страну не построить. Тогда считайте, что я с вами, герр Штерн. Абрахам Ван Вейден улыбнулся. Контракт готов подписать хоть сейчас. Контракт подпишем в Гамбурге по прибытии, так более удобно. Я рад, герр Ван Вейден, что вы с нами. Исаак Штерн тоже улыбнулся. А теперь, герр Штерн, Абрахам Ван Вейден решил перейти к практической стороне дела. Я бы хотел узнать об общем состоянии дел. Они на стадии завершения, герр Ван Вейден. 4 новых, крупнотоннажных по 1000 тонн однотипных грузовых галеона. Авраам, Моисей, Давид, Соломон, переделанные для перевозки пассажиров. Команда 25 человек, 5 офицеров, 20 матросов. Все с опытом. Минимум 3 плавания в Карибское море, Центральную, Южную или Северную Америку. Набрано из евреев, либо Исаак Штерн сделал паузу. Как вы, герр Ван Вейден. Кроме 25 человек корабельной команды на каждом корабле будет по 10 человек морских пехотинцев для защиты и поддержания порядка. Набирались на тех же условиях, что и члены корабельной команды мной лично, либо моими доверенными лицами. На 3 кораблях есть свои штурманы с опытом плавания в Атлантике. Вы, герр Ван Вейден, назначаетесь старшим штурманом на флагман Авраам. Я возглавляю всю экспедицию, а по прибытии стану главой колонии. Пассажиры – колонисты с семьями. Всего 400 человек, по 100 человек на корабль. Конечно, можно было бы взять и больше, но учитывая наличие детей и женщин, а также длительность плавания, не хотелось бы довести до Австралии живые трупы. Им еще обживаться на новом месте. По прибытии, если все пройдет удачно, после обустройства колонии 3 корабля уйдут в Европу за новой партией колонистов. Один останется на случай экстренной эвакуации колонии. Маршрут перехода – Гамбург, Азорские острова, для пополнения запасов. Они принадлежат Португалии, период рассвета которой уже давно прошел, и меньше шансов столкнуться с каким-нибудь чиновным идальго, как на Канарских островах, возомнившего себя чуть ли не вице-королем. Далее Капштад на южной оконечности Африки, там снова пополнение запасов и переход в Австралию. Разумно во всех отношениях, герр Штерн, но у меня вопрос. Из Гамбурга до Азорских островов предполагается идти через Ла-Манш вдоль побережья Европы. Да, герр Ван Вейден, а что вас смущает? Наиболее короткий и исхоженный путь. Пираты, герр Штерн, на королевской службе. Отношения между Англией и Францией совсем недавно снова обострились. Но открытой войны пока никто начинать не хочет. Каждая из сторон предпочитает отравлять жизнь другой, чужими руками. И как результат, вместо того, чтобы общими усилиями навести в прибрежных водах порядок, английский флот ловит и вешает французских пиратов. Французский флот ловит и вешает английских пиратов. Но ни та, ни другая сторона своих пиратов не трогает. Наш же голландский флот предпочитает бездействовать, поскольку корабли под голландским флагом ни англичане, ни французы, во всяком случае, пока не трогают, предпочитая охотиться на испанцев в Карибском море. Но на 4 грузовых галеона под флагом вольного города Гамбурга, что англичане, что французы позариться могут. Так что лучше и безопаснее идти через Северное море, в обход британских островов в Атлантику. Конечно, получится большой крюк, но... «Так и сделаем, герр Ван Вейден», — резюмировал Исаак Штерн. «Нам лишний риск, встречи с пиратами ни к чему, у нас не та ситуация». «Когда планируется отплытие?» «Через месяц. Надо закончить дела. Я свои в Роттердаме уже закончил. В порту стоит моя шхуна. Сколько вам нужно дней, герр Ван Вейден, чтобы закончить свои дела?» «Нисколько. 15 минут на сборы. Герр Штерн». Абрахам Ван Вейден поднялся из-за стола. «И я в вашем полном распоряжении». А через четверть часа из дверей таверны вышли двое.
Исаак Штерн, купец-негациант из вольного города Гамбург и нанятый им Абрахам ван Вейден, теперь уже бывший штурман голландской Ост-Индской компании, и не спеша направились в сторону порта, навстречу судьбе. Глава 2. Дела морские и сухопутные. Отплытие – самый важный и волнующий момент начала любого плавания. Когда еще вроде бы и на суше, но под ногами уже мирно покачивающаяся палуба, хоть и стоящего у причала, но уже готового выйти в море корабля. И вот начнется совершенно иная, морская жизнь со всеми ее законами и правилами. Одна на всех, будь ты юнга, идущий в свой первый рейс, бывалый, пропитанный морской солью матрос, убеленный сединами капитан или пассажир. Да, пассажир, вернее пассажиры. Стоя на квартердеке флагмана Абрахам ван Вейден наблюдал за тем, как снующие туда-сюда шлюпки доставляют на борт стоящих на якоре галеонов будущих жителей колонии Израиль. Погрузку всего необходимого окончили еще сутки назад, и чтобы не занимать место у пристани, корабли отвели вглубь акватории порта. «На шлюпках доберутся», – безапелляционным тоном заявил Исаак Штерн на вопрос капитанов, в какое время завтра подойти к причалу для приема пассажиров. Пусть привыкают к новой для себя жизни, впереди еще и не такое будет. Да, впереди действительно будет еще очень много чего. В этом отношении Абрахам ван Вейден, имея богатый морской опыт, нисколько не сомневался, как и в том, что и команда, и пассажиры выдержат все и вся. Благо было с чем. А вернее, с кем сравнить. Ибо по молодости, будучи еще простым матросом, ему неоднократно доводилось пересекать Атлантику на судах, везущих иммигрантов в заокеанские колонии. И кто с тоской смотрел на удаляющийся берег, кого-то начинала бить явная дрожь от вида бескрайнего водного пространства, кто-то жадно вглядывался вперед по курсу идущего через океан корабля. В общем, каждому свое, каждый о своем. А здесь все иначе. Единый, спаянный монолит, объединенных одной общей идеей людей. Идеей создания своей новой, свободной страны на дальних берегах, у самого края света. И не меркнущий блеск в глазах. Лучшее тому подтверждение. Да и общая подготовка экспедиции не оставляла желать лучшего. От великолепных галеонов с каютами на нижней палубе, как для пассажиров, так и для членов команды, включая простых матросов, что само по себе неслыханное, но вполне оправданное в данном случае роскошь, и до груза, в который кроме запаса воды, продовольствия, инструментов, предметов быта и оружия, входит еще и запас лимонного сока, как средство против цинги, являющийся бичом моряков в дальних океанских плаваниях. Но больше всего Абрахама ван Вейдена поразило наличие среди навигационных инструментов морского хронометра. Иными словами, часов, способных с высокой точностью идти на борту корабля, что само по себе являлось подобием чуда, поскольку сделать даже сухопутный хронометр задача не из легких, хотя и вполне по силам опытному часовому мастеру, способному тщательнейшим образом подогнать и отладить весь механизм, а также настроить стабилизатор хода маятник. И об этом Абрахаму ван Вейдену, как человеку образованному и интересовавшемуся различными техническими новинками, было хорошо известно. Но это на суше, когда весь механизм твердо стоит на земле. А в море корабль на волнах качает. И если даже и возможно ухитриться сделать нечувствительный к качке механизм, то все равно маятник, он же... А я нашел замену. Считай, полжизни над морским хронометром работал. Не без гордости заявил часовой мастер, сухонький старичок с говорящей фамилией Голдфингер, которого, как создателя морского хронометра, представил Абрахаму ван Вейдену и еще 3 штурманам Исаак Штерн, если хорошо себя зарекомендует во время перехода, а всего хронометров оказалось 4, по одному на корабль, то подобный товар станет нашей колониальной монополией. Зарекомендуют, не сомневайтесь, закивал Голдфингер. У меня их на испытаниях внуки месяц по-всякому трясли и ничего, идут как один, ни вперед, ни назад. Так что за точность ручаюсь.
Барометр, недавно созданный итальянцем Торричелли для предсказания изменения погоды по изменению величины атмосферного давления, а также несколько больших зрительных труб необычной конструкции с вогнутыми зеркалами вместо линзового объектива, дающие куда более качественное, неразмытое и не окрашенное цветной каймой по краям изображения. На этом фоне ни на кого особого впечатления не произвели, хотя и являлись в своей сфере выдающимися достижениями. Главное — хронометр. Ведь если он действительно сможет работать с нужной точностью в открытом море, то способ определения долготы упростится многократно. Сравнил разницу в показаниях времени кульминации Солнца со временем на нулевом меридиане, что через английский Гринвич проходит. И вот она, долгота. Ни с какими звездными таблицами мучиться не надо. Вообще, как понял Абрахам ван Вейден, пользуясь довольно хорошо налаженными связями между еврейскими общинами разных стран Европы, Исаак Штерн, когда через своих поверенных смог собрать множество самых передовых новинок из различных областей науки и техники, превратив тем самым свой большой дом, стоящий чуть ли не в центре еврейского квартала, в настоящую сокровищницу удивительных вещей и знаний, о чем порой не подозревали не только добропорядочные жители вольного города Гамбурга, исповедующие христианство, но и его соседи-иудеи. Конспирация делала свое дело, хотя по большому счету никто чрезмерно и не таился. А что, собственно говоря, особенного происходит? Вознамерился богатый еврейский купец, негациант своих единоверцев за море возить, так пускай и возит. Кому от этого хуже? Никому. А то, что часть команды у него не из иудеев, а из христиан, так тоже не весть какое событие. Разве запрещено христианам на иудеи работать? Нет, конечно, тем более у них, в вольном городе. Деньги, они, как известно, не пахнут, если, конечно, особенно не принюхиваться, так что... Пустая шлюпка, привезшая последнюю партию пассажиров, отвалила от борта. «Отплываем!» Исаак Штерн кивнул капитану Олафу Ларсону, старому знакомому Абрахама ван Вейдена, здоровенному рыжебородому норвежцу, чем-то похожему на средневекового викинга. И ведь кто бы мог подумать, что он тоже скрип кабестана, якоря подняты. И подхваченные течением галеоны, выстроившись в кильватер, начинают медленно спускаться к устью Эльбы, к выходу в Северное море. Матросы резво карабкаются по вантам, ставя паруса. Пассажиры, выстроившись у борта, стараясь не мешать работе парусной команды, машут провожающим. До боли знакомая, многократно виденная Абрахамом ван Вейденом картина, но на этот раз к ней примешивается какое-то странное, совершенно новое, незнакомое чувство, что что-то в окружающем мире неуловимо изменилось. Да, изменилось для него лично, бесповоротно и навсегда. А потом приходит понимание, что это чувство свобода. Свобода от страха разоблачения, свобода от необходимости притворяться, свобода быть самим собой там, вдали, за голубой гладью океана, в новой стране, у дальних берегов, куда сейчас его несет этот прекрасный, идущий под всеми парусами корабль вместе с такими же, как он, жаждущими свободы людьми. Устье реки расширяется, превращаясь в морской простор, и, поймав парусами легкий утренний бриз, корабли, оставляя за собой пенный след, уходят все дальше и дальше к горизонту. Берега Европы скрываются вдали. Глава 3. Морской заяц. Благодаря попутному ветру и хорошей погоде в течение 2 суток удалось без каких-либо приключений пересечь все Северное море и, обогнув Оркнейские острова, выйти в Атлантический океан. Вахта сменяла вахту, команды кораблей постепенно втягивались в работу, а пассажиры, понемногу попривыкнув к качке и избавившись от морской болезни, привыкали к новой для себя роли созерцателей огромного водного пространства, теперь уже без каких-либо признаков земли на долгие месяцы, перехода до самых Азорских островов. И казалось бы, что вряд ли что-то может существенно нарушить установившийся порядок. Но жизнь человеческая, как известно, полна неожиданностей, а потому на 3-й день плавания на борту Авраама был совершенно случайно обнаружен лишний пассажир. А произошло это так. Вскоре после полудня в каюту к Исааку Штерну, как раз в тот момент, когда Абрахам ван Вейден заканчивал доклад о результатах штурманских наблюдений, явился матрос и с несколько растерянным видом доложил, что обнаружен неизвестный мужчина. В трюме среди груза прятался герр Штерн.
Нашли случайно. Но на беглого преступника не похож. Оружия при себе нет, только сундучок с вещами. И старый, лет под 50. Чем-то на аптекаря или доктора похож. Уж больно на вид умный. Его сейчас морские пехотинцы стерегут. Капитан за вами послал. На несколько мгновений в каюте воцарилась полная тишина, нарушаемая лишь плеском волн за бортом, да свистом ветра в такелаже, после чего Исаак Штерн, издав нечто похожее на рычание льва, с самым решительным видом покинул каюту. Абрахам ван Вейден последовал за ним, прекрасно понимая состояние главы экспедиции. Собственно говоря, в произошедшем не было ничего из ряда вон выходящего. Подобные случаи, хотя и не часто, но бывали. Когда доведенный до отчаяния нищетой и беспросветностью человек, не будучи в состоянии оплатить переезд в колонии, в надежде на более лучшую и счастливую жизнь, тайно пробирался на борт корабля и обнаруживал себя лишь на значительном удалении от берега, прекрасно понимая, что ради одного человека никто назад возвращаться не будет, как и выкидывать за борт самозваного пассажира. Ну, максимум выдерут линем за подобное, да и то вряд ли. Толку-то, денег же от этого не прибавится. Скорее всего, запишут в команду на самые простые работы. Палубу дроить, чтобы зря хлеб не ел и хотя бы так заплатил за переезд. Но это на обычных кораблях, идущих в американские колонии. У них дело другое. И еще неизвестно, чего этот по виду умный аптекарь или доктор мог за 2 дня нахождения в трюме разузнать и услышать. А стало быть, вплоть до того, что посадить под замок до самого прибытия в Австралию. Но в любом случае, назад, в Европу, как минимум до официального провозглашения независимой колонии Израиль, ему путь заказан. На палубе было полно народу, а возле грот мачты, под охраной 2 морских пехотинцев, стоял человек, действительно возрастом лет под 50, невысокого роста, хотя и довольно крепкого телосложения, лысоватый, в дешевой, сильно потрепанной одежде, напоминающий по виду, но не аптекаря или врача. В этом отношении Абрахам ван Вейден был с матросом не совсем согласен. Больше всего самозваный пассажир был похож на профессора университета. Во всяком случае, в Падуанском университете, в котором Абрахаму ван Вейдену посчастливилось бывать, профессора выглядели именно так. Если, конечно, надеть на неизвестного вместо его лохмотьев профессорскую мантию. Я, Исаак Штерн, судовладелец, с кем имею честь. Исаак Штерн смерил самозваного пассажира недобрым взглядом. Мигель де Торрес, физик, астроном и математик. Прошу извинения, герр Штерн, что мне пришлось тайно проникнуть на борт вашего корабля, но у меня на то были очень веские причины. Я вполне платежеспособен и могу заплатить за переезд. Де Торрес хлопнул себя по боку, отчего раздался легкий металлический звон. На нем пояс с монетами, пояснил командир морских пехотинцев. Утверждает, что золото, но мы не проверяли. Золото, золото, закивал де Торрес. Так что за переезд хоть двойную плату. Каюта мне не нужна, могу удовлетвориться местом в трюме и никому не буду в тягость. Причем последняя фраза была произнесена на языке иврит. А в течение следующего часа все собравшиеся на палубе имели возможность услышать удивительную историю жизни Мигеля де Торреса, происходившего из семьи состоятельных испанских евреев, маранов, посвятившего себя науке. Знакомому со многими видными учеными Европы, слушавшему лекции самого Галилео Галилея и вынужденному теперь бежать за океан под угрозой преследования со стороны Инквизиции за отстаивание копернианской системы мира. Они на меня давно зубы точили, вздохнул Мигель де Торрес. Думал, что если перееду в Гамбург, будет поспокойней. Все же вольный город, где инквизиция особо не в чести, но несколько дней назад заметил, что за мной следят, и понял, что либо мешок на голову и костер где-нибудь в Риме или Севилье, откуда я родом, или надо перебираться за океан, но в открытую отплыть было нельзя, меня бы и в колониях нашли. Но в порту я узнал, что 4 корабля, судовладелец которых еврей, перевозит в колонии евреев, и подумал, что это для меня самое лучшее, своего не выдадут. Ночью, перед самым отплытием, добрался вплавь до Авраама, вещей-то у меня, считай ничего, 1 сундучок, залез по якорному канату и в трюм. 2 дня просидел, думал уже самому выйти, а тут меня и нашли. Да, вы правы, сеньор де Торрес, своих не выдают. Исаак Штерн улыбнулся.
Но ответьте прямо, инквизиция вас только за науку преследовала или еще за тайный иудаизм? И увидев, как побледнел де Торрес, продолжил. Можете не опасаться, сеньор де Торрес. Здесь, среди нас и на остальных 3 кораблях христиан нет вообще. Либо иудеи, либо формально христиане, а на деле тайные иудеи. Да, я тоже, но... Вы хотите знать, почему мы этого не скрываем? Исаак Штерн снова улыбнулся. Потому что мы идем не в Америку. Наша цель – Австралия, где будет создана независимая колония Израиль, в которой евреи смогут жить свободно, исповедуя веру предков, не прикидываясь христианами и никого не боясь. И все, кого вы здесь видите, это первая партия колонистов. А Америка – это так, для вида. Сами понимаете, в таком деле многое приходится скрывать. Так что вы оказались в нужное время, в нужном месте, сеньор де Торрес. Добро пожаловать в ряды колонистов. Умные и образованные люди нам нужны, а про оплату и переезд в трюме забудьте. Места у нас хватает. Воды дайте. Наконец попросил находящийся в полуобморочном состоянии де Торрес. Вовнутрь или на голову. Поинтересовался Ребе Михаэль Финкель, являвшийся не только раввином, но и врачом, желая тем самым посредством шутки привести в себя вновь прибывшего жителя колонии Израиль. Если можно, Мигель де Торрес буквально подавился смехом, а вслед за ним и все остальные. Так завершилось знакомство. За неимением свободных жилых кают Мигеля де Торреса поселили в кают-компании, куда перенесли его нехитрый багаж, состоящий из сундучка с книгами и письменных принадлежностей. А уже вечером Мигель де Торрес, успевший к тому времени перезнакомиться со всеми на борту и получив разрешение от Исаака Штерна, читал всем желающим, коих нашлось немало, лекцию о строении мира по системе Коперника, что навело Абрахама ван Вейдена на мысль организовать курсы подготовки штурманов, как задел на будущее. Ведь колония Израиль будет расти и развиваться, а это невозможно без регулярного сообщения с Европой. И стало быть, в ближайшее время им понадобятся опытные навигаторы, способные прокладывать курс кораблей будущего иудейского флота. Глава 4. По лезвию ножа. Почти 4 недели перехода до Азорских островов пролетели незаметно. Лишь однажды налетел шторм, свидетельствующий о том, что в северном полушарии осень уже вступила в свои права, да пару раз на горизонте мелькали паруса встречных кораблей. Вот и все происшествия. И несмотря на то, что никому особенно скучно не было, действовала открытая Абрахамом ван Вейденом навигатская школа, а Мигель де Торрес периодически устраивал лекции то на одном, то на другом корабле маленькой эскадры, повышая тем самым общий образовательный уровень будущих колонистов. Все с нетерпением ждали захода в Понто-Делгадо, главный порт и столицу Азорских островов, где можно не только почувствовать под ногой твердую землю, но и нормально поесть, потому как ежедневная похлебка с солониной и сухарями, даже приправленная овощами, которые, как и лимонный сок, выдавались для профилактики цинги, уже порядком поднадоело. Хотелось чего-нибудь жареного, только что с вертела, под хорошее вино с ароматным белым хлебом. И все это ждет на берегу, в уютных кабачках и тавернах Понто-Делгадо. Но столь радужным надеждам не суждено было сбыться. И лишь благодаря счастливой случайности Понто-Делгадо не стал конечной точкой экспедиции. Но обо всем по порядку. Остров Сан-Мигель, самый крупный и самый населенный из всей группы Азорских островов, появился вскоре после полудня, выплыв из-за юго-западной части горизонта. Но, несмотря на то, что погода была великолепная, легкий бриз и почти полное отсутствие волн, океан был пустынен, и это сразу насторожило Абрахама ван Вейдена. Ведь Азорские острова – это основной перевалочный пункт для кораблей, идущих в Южную Америку и острова Карибского моря. И в былые времена от кораблей здесь было не протолкнуться. А тут никого. И даже если предположить, что им просто повезло не встретить здесь и сейчас ни один корабль, то где рыбаки? Уж чего, а всякой рыбацкой мелочи в этих водах всегда хватало, а тут будто вымерли все. В высшей степени странно, если не сказать больше. Герр Штерн, в этом отношении с Гером ван Вейденом согласен. Капитан Олаф Ларсон опустил подзорную трубу после очередного осмотра горизонта. Что-то здесь не так. И даже если предположить, что пираты устроили налет на Сан-Мигель, как это не раз бывало,
то рыбаков это не касается, их пираты не трогают. Тем более мы у западной оконечности острова, и до Понте-Делгадо отсюда не близко, а больше лакомых кусков здесь для пиратов нет. «Справа по борту парус!» – прокричал вперед смотрящий с Фор-Марса. «Где он?» Абрахам ван Вейден пошарил подзорной трубой. «А, вот». В поле зрения подзорной трубы появились идущие круто к ветру. Под всеми парусами 2 корабля – фрегат и шлюп. Причем, как следовало из флагов, фрегат был французским, а вот шлюп – английским, что было в высшей степени странным. В том смысле, что политическая ситуация в Европе месячной давности никак не располагала к совместным действиям кораблей двух стран. А тут такое во всех отношениях странное дефилирование, вместо того, чтобы вцепиться друг другу в глотку, но, похоже, с явным намерением удрать от чего-то. Во всяком случае, из результатов наблюдений за действиями обоих кораблей у Абрахама ван Вейдена сложилось именно такое впечатление. Но в этом случае возникал вполне закономерный вопрос. Что могло так напугать как англичан, так и французов, что они пытаются сбежать, совместно забыв про какие-либо политические противоречия их стран? Если все же пираты, то какими же силами они должны атаковать Понте-Делгадо, чтобы обратить в бегство 2 военных корабля? И если для шлюпа бой с пиратами 1 на 1 может представлять реальную опасность, то вот фрегат. Фрегат без особого труда в состоянии разобрать своей артиллерией на дрова все пиратские бригантины и шхуны. «Герр Штерн, прикажете зарядить пушки?» Наконец нарушил затянувшееся молчание капитан Олаф Ларсон. «Нет, не надо. Только панику поднимем». Исаак Штерн, не отрываясь от подзорной трубы, следил за приближающимися кораблями. Это явно не из-за пиратов. Ни на фрегате, ни на шлюпе боевых повреждений не видно, а без них бы не обошлось. Ни англичане, ни французы трусами никогда не были, чтобы просто сбежать, лишь только завидев противника. Тут что-то другое, но что? Вопрос остался без ответа, но ненадолго. Взяв еще более круто к ветру, благо косое парусное вооружение это позволяло, шлюп, приблизившись к Аврааму, лег на контракурс, а стоящий на квартердеке матрос заработал флагами, и все стало ясно. Причем настолько ясно и однозначно, что у знакомого с флажковой азбукой Абрахама ван Вейдена буквально зашевелилась шляпа на голове, поскольку волосы под ней встали дыбом, ибо из сообщения, переданного английским матросам, следовало: «В Понте-Делгадо чума!» Господи, лучше бы пираты! Абрахам ван Вейден проводил взглядом удаляющийся фрегат и шлюп. От пиратов хотя бы отбиться можно, а чума? Она... Только и оставалось последовать примеру англичан и французов, ибо после такого известия ни о каком заходе в Пуэнте-Делгадо для отдыха и пополнения запасов не могло быть и речи, себе дороже. И более того, на общем совете было принято решение идти сразу в Капштадт, не рискуя заходом в место Азорских, на лежащие по пути Канарские острова или острова Зеленого мыса на случай, если чума добралась и туда. А по пути более детально обследовать остров Тристан-де-Кунья на предмет возможности создания там перевалочной базы для идущих в Австралию кораблей с будущими партиями переселенцев. Поскольку Капштадт, при всей его привлекательности в виде наличия удобной бухты и хорошо отлаженной системы снабжения кораблей, все же принадлежит Голландии. А как отнесется правительство Соединенных Провинций к факту объявления независимости колонии, Израиль одному Богу известно. Так что иметь неподконтрольную никому из европейских держав перевалочную базу на полпути из Европы выгодно во всех отношениях, вплоть до объявления над островом Тристан-де-Кунья суверенитета колонии Израиль. Будем иметь это в виду, как возможный вариант на будущее, подвел итог совета Исаак Штерн. Герр ван Вейден, прокладывайте курс до Тристан-де-Кунья, а по пути, если кого встретим, также предупредим о чуме на Азорах. Мы сегодня без малого по лезвию ножа прошли. Застань нас чума в порту на рейде, и всему делу конец. Возможно, вообще бы никто не выжил. За остаток дня встретили еще 2 корабля, испанский галеон и голландский флейт, предупредив их экипажи о чуме на Азорах. А потом...
Это случилось перед самым заходом солнца, когда чуть в стороне от курса заметили очередной корабль и подвернули, чтобы предупредить команду не соваться на Азорские острова. Но по мере приближения стало ясно, что этот корабль, оказавшийся при ближайшем рассмотрении средних размеров бригом, ведет себя как-то странно. Несмотря на поднятые паруса, он не шел по курсу, а беспомощно дрейфовал, рыская то туда, то сюда, под ударами ветра и волн, при полном отсутствии людей на верхней палубе и надстройках. Корабль в дрейфе с неубранными парусами. Пустая палуба. Абрахам ван Вейден почувствовал, как от возникающей в голове догадки его второй раз за день начала бить мелкая дрожь. Да этот бриг, он же чумной. Исаак Штерн опустил подзорную трубу. «Команда, мертвецы, упокой, Господи, их души! Гейр Ларсон, готовьте пушки, отправим заразу к Нептуну. Одного залпа с Аврама хватит». «Не уверен, Герр Штерн». Капитан Олаф Ларсон оценивающе посмотрел на бриг-призрак. «Корабль довольно крупный. Тогда все эскадрой, пускай канониры потренируются». А через несколько минут общий бортовой залп галеонов отправил чумной бриг в его последнее плавание на дно Атлантики, избавив тем самым мир от источника черной смерти, много столетий подряд терзавшей человечество и собиравшей с каждым своим приходом обильную жатву человеческих жизней. Глава 5. Развлечения и приключения на острове Тристан-де-Кунья. «Если глубины хватит, высаживаться будем здесь», — резюмировал Исаак Штерн после осмотра берега в подзорную трубу. Хотя рейд почти открытый, но по барометру шторма не предвидится, а главное, вода рядом, и много. Не какой-нибудь ручей, почти река. Так что, Герр Ларсон, спускайте шлюпки с лотом и будем надеяться, что нам повезет. Почти двухмесячный переход от Азорских островов до острова Тристан-да-Кунья наконец-то завершился, и теперь галеоны лежали в дрейфе примерно в полумиле от северного берега этого необитаемого, затерянного в просторах Южной Атлантики острова, случайно открытого в 1506 году португальским мореплавателем Тристаном да Кунья и назвавшим остров своим собственным именем. Ближе полумили подойти не решились, ввиду полного незнания о наличии возможных навигационных опасностей вблизи берега, поскольку сам Тристан да Кунья, будучи первооткрывателем, на берег не высаживался, а лишь определил координаты открытого им острова, обозначив место того на карте, чем и ограничился. Упоминаний о более поздних, более детальных исследованиях острова при подготовке к экспедиции, несмотря на все усилия, обнаружить не удалось, из чего напрашивалось вполне закономерное предположение о том, что, возможно, этот лежащий в стороне от морских путей остров второй раз за более чем 1,5 столетий, прошедших с момента его открытия, предстал перед глазами европейцев, теперь с вожделением его рассматривающих с борта всех 4 галеонов. 3 месяца в море – нелегкое испытание даже для бывалого моряка, а чего уж говорить о пассажирах, впервые покинувших сушу и столь жестоко обманувшихся в своих надеждах на полноценный отдых на Азорских островах. Но приходилось ждать, ибо существовал вполне реальный шанс сесть при подходе к берегу на скрытую под водой мель или, хуже того, напороться на камни. А стало быть, до возвращения шлюпок с результатами промера глубин вперед к берегу ни на дюйм. Только и оставалось, что разглядывать остров издалека невооруженным взглядом или в подзорную трубу. А посмотреть было на что. Обширное, поросшее густым ковром зелени, возвышающееся на несколько сотен футов над волнами океана плато со скалистыми, почти отвесными берегами, плавно переходящее во внушительных размеров гору со скошенной дымящейся вершиной, покрытой ослепительно белыми, сияющими в лучах восходящего утреннего солнца ледниками. Типичный вулканический остров, в незапамятные времена поднявшийся из глубин океана и дающий теперь пристанище множеству морских птиц, гнездящихся на скалах береговых обрывов и прочей морской живности, такой как тюленям, облюбовавших себе ту часть берега, где отвесные скалы плавно переходили в покрытый черным вулканическим песком пляж, возле которого сейчас и сновали шлюпки, проводящие промеры глубин. А мы здесь, похоже, далеко не первые за 1,5 века.
Сделал вывод Абрахам ван Вейден, обратив внимание на то, как всполошились при приближении шлюпа греющейся на солнце тюлени. В оптику подзорной трубы было прекрасно видно, что лежащее на берегу небольшое стадо не просто проявило беспокойство при появлении чего-то ранее, им неизвестного, а поднялись и бросились в воду. Вот оно как! Исаак Штерн на минуту задумался. В таком случае при обследовании острова следует обращать внимание на возможные следы присутствия человека. И еще он обратился к стоящему рядом командиру морских пехотинцев Арону Егеру. «Гер Егер, ночью выставите посты и максимальная бдительность. Всех, включая группу, что будет обследовать остров, вооружить ружьями нового образца. Не исключено, что тут у пиратов база или склад награбленного. Уж больно место удобное. Конечно, вряд ли они сейчас здесь, но предосторожность лишней не будет. Тем более, что мы уже далеко не в Европе, и прятать наши новинки больше нет смысла. Одну из новинок», — мысленно поправил главу экспедиции Абрахам ван Вейден. «Потому как имеющиеся у них ружья нового образца или ружья с ударным воспламенителем действительно на порядок превосходит все более и более широко распространяющиеся по Европе ружья с кремневым замком. Во-первых, двухствольные, что дает преимущество второго выстрела без перезарядки, а во-вторых, что самое главное, вместо кремня для поджигания пороха используется надетый на бранд трубку медный колпачок с особым веществом на донышке, воспламеняющимся при ударе по колпачку спущенного курка. Огромный шаг вперед по сравнению с кремневым замком, в котором искру может запросто сдуть ветром, или хуже того, затравочный порох на полке отсыреет, тогда уж совсем не выстрелишь. Да и вспышка перед глазами этого самого затравочного пороха на полке тоже дело малоприятное, не говоря уже о том, что ночью она демаскирует стрелка. А здесь ничего этого нет. Заряжай и стреляй, если, конечно, знаешь, как вещество воспламенитель сделать, состав и способ изготовления которого является строго охраняемой тайной, призванной дать преимущество колонистам в случае весьма вероятной войны за независимость колонии Израиль. Как и брандснаряды для пушек в немалом количестве хранящихся в крюит-камерах всех 4 галеонов и способных превратить в костер любой оказавшийся в зоне их поражения корабль. Причем действие этих самых брандснарядов Абрахаму ван Вейдену довелось наблюдать во время перехода из Роттердама в Гамбург, когда недалеко от входа в Ла-Манш их шхуну попытался атаковать пиратский шлюп, посчитав небольшое двухмачтовое суденышко, вооруженное всего лишь несколькими вертлюжными пушками сравнительно легкой добычей. И каково же было удивление уже готовых к абордажу пиратов, когда шхуна под флагом вольного города Гамбурга, вместо того, чтобы попытаться удрать или лечь в дрейф и сдаться на милость победителя, вдруг дала бортовой залп с дальней дистанции, но не обычными чугунными ядрами по корпусу или картечи по палубе, как это всегда бывало, а чем-то странным и непонятным, изрыгнув из стволов своих казавшихся еще мгновение назад столь неопасных вертлюжных пушек, сияющие ярче солнца огненные шары ослепительного белого пламени. Причем огонь велся с исключительной точностью, поскольку из 3 этих поистине дьявольских снарядов непосредственно в корпус шлюпа попало 2. Третий же, пройдя с перелетом, а может быть оно так и было задумано, прежде чем бухнуться в воду, подпалил паруса, разверзнув над головами джентльменов месье, а может быть и сеньоров удачи. Флаг пираты не удосужились поднять. Настоящий огненный ад. Впрочем, по интенсивности горения многократно уступая тому аду, что разверся на палубе пиратского корабля, ибо 2 оставшихся огненных снаряда, врезавшись в борта, почти мгновенно подожгли просмоленное дерево обшивки и палубного настила, испуская при этом такой невыносимый жар, что потушить их было совершенно невозможно, сколько ни лей воды. И как закономерный итог – паника среди команды и взрыв пороха в крюит-камере. Вот и все, господа. Были пираты и нет. Подвел итог скоротечного боя Исаак Штерн, оглядывая в подзорную трубу тлеющие на воде обломки. И спасать некого, никто не выжил. Может, оно и к лучшему. Палачу работы поменьше, а нам не нужны свидетели. Курс прежний, Гамбург. А нас здесь нет и никогда не было. Что это за снаряды, герр Штерн? Греческий огонь? Только и смог выдавить из себя вопрос, находящийся в состоянии глубокого шока от увиденного Абрахам ван Вейден.
Скорее индийский, хотя, возможно, древние греки тоже что-то подобное использовали. Но я этот рецепт у одного индуса купил. Дорого, правда, заплатить пришлось. Исаак Штерн сделал паузу, еще раз взглянув на уже оставшуюся далеко за кормой груду, еще недавно бывших пиратским кораблем обломков. Но, как видите, себя оправдывает, и водой не потушить. Горит так, что железо плавится. Так что, будь сегодня у пиратов нечто более серьезное, бригантина, бриг, фрегат или даже линейный корабль, результат был бы тот же. Мы, Гер Ван Вейден, в случае войны за независимость будем как Давид и Голиаф. В бою на мечах или копьях у Давида против Голиафа не было шансов, и он, это прекрасно понимая, использовал пращу. Так вот, и эти брандснаряды тоже своего рода наша праща Давида. Причем не единственная. Но об этом чуть позже. Гер Ван Вейден. А пока без лишней огласки, сами понимаете. Дядя Абрахам, а извержение будет? А то вон как вулкан дымит. Вопрос 12-летнего Мордехая или Морди по причине юного возраста отвлек Абрахама Ван Вейдена от воспоминаний событий 4-месячной давности. Не знаю, сынок, но надеюсь, что нет. Это только в рассказах сеньора де Тороса извержение выглядит красиво, а на деле ничего хорошего. Один пепел чего стоит. Попали мы как-то раз с нашим капитаном Гером Ларсеном под пеплопад возле Исландии. Полдня корабль отдраивать пришлось. Да, сын, вернее пасынок, поскольку чуть более чем месяц назад, в день, когда пересекали экватор, переходя из стран дневных в страны полуночные, на борту флагманского галеона Авраам по еврейскому обряду, по закону Моисея, состоялась свадьба старшего штурмана экспедиции Абрахама Ван Вейдена и младшей дочери создателя морского хронометра-часовщика Гольдфингера Сары, лишь незадолго до отплытия. Благодаря счастливой случайности джунгли Амазонки умеют хранить свои тайны, избавившись от статуса соломенной вдовы, в котором она проходила более 10 лет. Их первое знакомство произошло еще в Гамбурге, а потом... Жизнь в ограниченном пространстве корабля волей-неволей сближает людей. Тем более женщина-картограф, ибо благодаря природному таланту к рисованию Сара прекрасно копировала карты. Так, чего же еще желать? И как закономерный итог, теперь в каюте Абрахама Ван Вейдена стало чуть более тесно, но куда более веселее. Наконец, шлюпки, закончив промеры глубин, вернулись, сообщив хорошую новость. Мели и рифов нет, дно песчаное, глубины позволяют встать на якорь в пределах пары кабельтовых от берега. «Отлично!» Исаак Штерн, довольно улыбнувшись, обернулся к капитану. «Гер Ларсон, передайте по эскадре. Идем к берегу, становимся на якорь. И вот оно, свершилось. После 3 месяцев океана, когда кругом вода и весь пригодный для жизни мир, всего лишь корабль, а ноги изо дня в день ощущают качающийся в такт волнам деревянный настил палубы, кили шлюпок скрежещат о прибрежный песок, и люди выпрыгивают на берег. Земля! Наконец-то, земля! И пусть эта земля, этот берег не обжит и дик, и здесь нет гостеприимных таверн и кабачков, где можно приятно провести время, наслаждаясь уютом и комфортом после долгого морского перехода. Это земля! Земля! Но эйфория от высадки на берег продолжалась недолго. Исаак Штерн всех загрузил работой. Пассажиры занялись обустройством лагеря, а команда – пополнением запасов пресной воды из образующего водопад источника, вытекающего из расщелины в береговых скалах. Часть шлюпок, прихватив рыболовную сеть, вновь отправилась в море, обещая, в случае хорошего улова, рыбный день, поскольку ежедневная солонина с сухарями давно уже стояла поперек горла. Таким образом, все так или иначе оказались в пределе, за исключением детей, которые, резвясь, бегали по берегу, тратя накопившуюся за время вынужденного сидения на кораблях энергию. Они-то и совершили открытие, принесшее в будущем немалую пользу экспедиции. Хотя, если точно, открытие совершил Морди, который, будучи обладателем подзорной трубы, подаренной ему Абрахамом Ван Вейденом, вместе со своими друзьями взобрался на возвышающийся над пляжем берег, чтобы лучше оглядеть окрестности. Корабль, разбитый корабль! Крик бегущих к лагерю детей переполошил всех, заставив бросить работу. «Где? Где видели?» Посыпались со всех сторон вопросы. «Там, на берегу! Там, в той стороне!» «Так, тихо, тихо!» — говорит кто-нибудь один. Исаак Штерн попытался навести порядок. «Кто видел разбитый корабль и где?»
Я видел Герштерн в подзорную трубу, с гордым видом, в наконец-то наступившей тишине заявил Морди. Вот оттуда видно. Он указал на возвышенность берегового откоса. Мы все видели. И я, и Еся, и Фира, и Соломон. Я им в трубу давал смотреть. Но я увидел первый. Бригантина на берегу между скалами лежит. Направление 30 градусов норд-ост. Фок частично сломан. На гроте реи только подкосы и паруса. Поэтому бригантина, а не бриг. У брига на грот-мачте паруса тоже прямые. Молодец, Морди, делаешь успехи. Не зря я тебя в навигатскую школу взял. Мысленно похвалил пасынка Абрахам ван Вейден. А то мама твоя говорила, что тебе в 12 лет морскому делу еще учиться рано. Ничего не рано, в самый раз. Морди, а людей рядом видел? Задал очередной вопрос Исаак Штерн, которого в данный момент меньше всего интересовали познания ван Вейдена, младшего в навигации и типе парусных судов. Нет, никого. Ни на палубе, ни рядом, Герштерн. И шлюпок нет. Вмешался в разговор более старший Соломон, которому уже исполнилось 15, тоже гардемарин навигатской школы. Они могли попытаться на шлюпке спастись, когда увидели, что корабль прямо на скалы несет, и не выгребли. А бригантину уже потом пустую на берег выбросила. «Может быть и так», — согласился с Соломоном Исаак Штерн. «Но гадать мы не будем, проверим на месте». Проводить проверку на месте, кроме главы экспедиции и непосредственно причастных к всему открытию лиц, направилась порядочная толпа. Исаак Штерн слегка поморщился, но ничего не сказал. В конце концов, работы по обустройству лагеря могут и подождать, а людям просто любопытно. С высокого берегового откоса открывался великолепный вид на океан и большую, не скрытую конусом вулкана часть острова, отвесный берег которого с восточной стороны, как правильно определил Морди, примерно 30 градусов на норд-ост, был прорезан нешироким, полого спускающимся к морю ущельем, в устье которого и лежала выброшенная на берег бригантина, удачно вписавшаяся между двумя довольно внушительного размера береговыми скалами. «Давно здесь лежит, песок под килем», — резюмировал Исаак Штерн, разглядывая место кораблекрушения в подзорную трубу. И, похоже, Соломон прав. Экипаж на шлюпках спасти пытался, но неудачно. Иначе, если бы хоть кто-нибудь уцелел, ее бы на дерево для хижины разобрали. И недалеко, не больше мили. Посмотрим, что в трюмах. В трюме оказался груз, значение которого для будущей колонии было трудно переоценить. Нет. Это было не золото в слитках и не серебро в монетах, истинная ценность которых во всей своей полноте раскрывается лишь в давно обжитых, цивилизованных странах. В трюме был шелк. Великолепный, высочайшего качества разноцветный шелк из Китая, а еще фарфор. Тут нас всех не по одному разу в шелк обрядить можно, констатировал Исаак Штерн после подсчета количества тюков с шелком. Посуды, правда, поменьше, и побилась частично, но как минимум один сервиз на семью. Предлагаю весь груз шелка и посуду поделить поровну, а найденное золото и серебро в общий котел. Возражения в отношении такой справедливой дележки, нечаянно свалившегося на голову богатства, ни у кого не последовало. Тем более, что золотых и серебряных монет, забытых в спешке членами экипажа при покидании терпящей бедствия бригантины, нашлось сравнительно немного. Шелковая ткань и посуда в этом отношении, с учетом того, куда они теперь направляются, во 100 крат ценнее. Да и к тому же, никто ни в старом, ни в новом свете, даже чисто формально притязаний на груз бригантины Эсмеральда, переименованной пиратами в Викторию, предъявить не мог. Кто его знает, у кого пираты все это награбили. А о том, что потерпевшая кораблекрушение бригантина окончила свои дни именно в качестве пиратского корабля, стало ясно практически сразу. Избыточное, абсолютно ненужное для управления, но очень необходимое при абордаже количество членов экипажа. Куча холодного и огнестрельного оружия, полная пороха и ядер-крюит-камера. Честные негацианты-навигаторы с подобным набором по морю не ходят. Транспортировка всего найденного в лагерь на берегу и дальше на галеоны заняла несколько часов и потребовала использования в качестве вьючных животных практически всех колонистов, а потому обед начался намного позже обычного. Но зато какой это был обед. Отправленные на рыбный промысел шлюпки вернулись с богатым уловом, так что об опостылевшей солонине ни в этот день, ни в последующие никто и не вспоминал. Рыбный суп, то есть уха, на первое, жареная рыба на второе.
Чай, также обнаруженный в немалых количествах среди груза погибшей бригантины. На третье. И все это с ароматным, только что выпеченным белым хлебом. Благодать. После обеда практически весь лагерь, за исключением вахтенных, погрузился в сон. Причем Абрахам ван Вейден, никогда особо не любивший спать днем, уснул так крепко, что проснулся уже под вечер, и исключительно только потому, что его разбудил Морди. «Дядя Абрахам, вставайте. Сеньор де Торрес звезды в телескоп показывать будет. Вы смотреть пойдете?» «Пойду, конечно. Спасибо, что разбудил». Абрахам ван Вейден выбрался из-под тента. Солнце уже тонуло в океане, окрашивая западную часть горизонта в багровые тона, а богатый событиями день плавно перетекал в богатую событиями ночь. Ночь под звездами с телескопом, когда будущие жители колонии Израиль, неоднократно слушавшие лекции Мигеля де Торреса о множественности миров, благодаря 4 огромным зрительным трубам, смогут наглядно убедиться в правоте его слов. Правда, изначально эти 4 огромные, установленные на треноге зрительный труб, стоившие к тому же немалых денег, имели чисто утилитарное, не имеющее прямого отношения к науке назначение. Их предполагалось использовать как средство дальней разведки для обнаружения приближающегося к поселению противника. Но Мигель де Торрес, моментально положивший на них глаз, как только узнал, что среди военного имущества экспедиции существует такое, как он выразился, оптическое чудо, уговорил Исаака Штерна использовать эти, во всех отношениях выдающиеся оптические инструменты не только в целях обороны будущих поселений колонии Израиль, но и для науки. И вот сегодня, если так можно выразиться, должна была состояться проба пера. Тем более погода располагает, на небе не облачко, а потому после ужина все поспешили на береговой откос, где уже были выставлены все 4 подзорные трубы, именуемые Мигелем де Торресом по-научному на греческий манер телескопами. Сумерки в низких широтах коротки. Солнце утонуло в волнах, и почти сразу тихая тропическая ночь опустилась над островом Тристан-да-Кунья. Небо сияло, и ничто, даже легкая дымка, не скрывала блеска созвездий. Бархатно-черный купол неба протянулся от зенита до горизонта, и среди множества звезд, как граненый бриллиант, сияла заходящая вслед за солнцем. Венера тонул в волнах океана, уже готовые закатиться. Меркурий. А с противоположной стороны, на востоке, там, где рождается день, ровным, не мигающим светом светились кроваво-красный Марс, серебристо-желтоватый Юпитер и свинцово-серый Сатурн. Меркурий и Венера Абрахама ван Вейдена не впечатлили. Он наблюдал их и раньше в подзорную трубу. Маленький полумесяц без каких-либо подробностей. А телескопа диаметром в 6 дюймов он ожидал большего. Хотя справедливости ради надо было признать, что четкость изображения, даваемого телескопом, не шла ни в какое сравнение с четкостью изображения, даваемого подзорной трубой. Марс наблюдать оказалось куда более интересно. На поверхности оранжево-красноватого шарика были хорошо различимы светлые и темные пятна, контуры которых очень напоминали земные материки и моря. Но наблюдения Марса не шли ни в какое сравнение с наблюдениями Сатурна и особенно Юпитера. Тут-то телескопы и показали свою полную силу. Желто-оранжевый Сатурн предстал во всей своей красе, опоясанный сверкающим двойным кольцом, а Юпитер в виде огромного полосатого шара, возле которого, как начищенные серебряные монеты, сверкали в черной пустоте неба 4 недавно открытых Галилеем спутника: Ио, Европа, Ганимед, Каллисто. Абрахам ван Вейден был потрясен. Такого не могла показать ни одна, даже самая лучшая подзорная труба. Удивительное, феерическое зрелище. И рядом нет церкви и ее инквизиторов, способных все запретить, отправив ослушников-еретиков на костер. Они там далеко в Европе, за тысячами миль океана. И здесь, и сейчас никому навредить не могут. Потом телескопы навели на Млечный Путь, и его туманная полоса рассыпалась на множество звезд, каждая из которых, по словам Джордана Бруно, являлась пусть и очень отдаленным, но тоже Солнцем. Далее наблюдали туманности, и они, так же как и Млечный Путь, рассыпались в окулярах телескопов на множество отдельных звезд. После полуночи взошла половинка убывающей Луны, и рой звезд померк в ее неярком серебристом сиянии. И тут телескопы снова показали себя с наилучшей стороны.
лунные моря, а точнее темные низменные равнины, на дне которых нет ни капли воды, горные хребты и кольцевые горы, чем-то похожие на исполинские цирки. Далекий, чужой мир во всех мельчайших подробностях предстал перед взором восторженных наблюдателей. Спать отправились далеко за полночь, но и улегшись под тентом, Абрахам ван Вейден долго не мог уснуть, снова и снова возвращаясь в памяти к пережитой им в эту ночь звездной мистерии. Следующий день стал последним днем пребывания на острове, хотя изначально планировали, если, конечно, позволит погода, пробыть на Тристан-да-Кунья не менее 4-5 дней, посвятив это время не только отдыху, но и полноценным географическим исследованиям, включающим в себя как картографирование береговой линии, так и составление карты внутренних районов острова пешей исследовательской партией. Но, как гласит непреложная народная мудрость, хочешь насмешить Бога, расскажи ему о своих планах. Нет, погода не подвела. Причиной срочного отплытия стало начавшееся во второй половине дня совершенно неожиданное извержение, образующего остров Тристан-да-Кунья, вулкана. Хотя еще с утра, а если точнее с обеда, поскольку после ночных бдений никто раньше обеда не пробудился, ничто не предвещало беды. Все шло как обычно. Завтрак, мелкие работы по лагерю, бурное обсуждение вчерашних астрономических наблюдений со страстным желанием повторить следующей же ночью, если позволит погода. Возобновились работы на погибшей бригантине, куда была отправлена группа матросов с целью снять все самое ценное, уцелевшие после кораблекрушения части такелажа и корабельной оснастки. И вдруг... Начало извержения застало Абрахама ван Вейдена на береговом откосе, где он на практике объяснял гардемаринам азы картографирования. Громыхнуло так, что заложило уши, а в следующее мгновение земля под ногами ощутимо вздрогнула, будто палуба корабля, добавив жути всему происходящему. Хотя, по сути, несмотря на грохот и колебания почвы, вызванные взрывом дна кратера, начавшего извергаться вулкана, никакой непосредственной опасности начало извержение для высадившихся на остров колонистов еще не представляло. Но на подопечных Абрахама ван Вейдена, в основном уроженцев вольного города Гамбурга и близлежащих земель, где ни извержений вулканов, ни даже землетрясений вообще и никогда не случалось, произошедшее произвело огромное впечатление. Послышались переходящие чуть ли не на крик испуганные возгласы. «Гер ван Вейден, что это?» «Это...» Абрахам ван Вейден глянул вверх. Над вершиной еще недавно мирно курившегося вулкана вместо тонкой струйки дыма поднималось огромное истинное черное грибообразное облако. Это, господа гардемарины, начало извержения вулкана. И спокойно, никакой непосредственной опасности нет. Вулкан, ни бочка с порохом, не взорвется. Собираем инструменты и к лагерю. Уверенный командный тон возымел действие, пресекая в зародыше нарождающуюся панику. Быстро, без суеты, собрались и к берегу. До лагеря, где уже вовсю велись сборы, дошли минут за 10. «Все в порядке?» — встретил их вопросом Исаак Штерн. «Да, гер Штерн, в порядке, только гардемарины слегка испугались». Абрахам ван Вейден улыбнулся. Но общий план берега готов, так что можно считать, что частично работа по картографированию выполнена. Это хорошо, гер ван Вейден, что гардемарины слегка испугались. Исаак Штерн тоже улыбнулся. Правильно сделали. Кто ничего не боится, тот долго не живет. У нас здесь тоже все в порядке, если не считать того, что упавший тент перепугал кое-кого из спящих. Но это не главное. Сеньор де Торрес советует срочно снимать лагерь и уходить. Ваше мнение, гер ван Вейден. Вы же встречались с извержениями вулканов. 2 раза, на Карибах и в Исландии. Абрахам ван Вейден еще раз взглянул на вершину вулкана. Грибообразное облако уже порядочно снесло ветром в противоположную от места нахождения лагеря экспедиции сторону, но количество дыма над кратером не уменьшалось. Я с сеньором де Торресом полностью согласен. Лава до нас вряд ли дойдет. Слишком далеко. И течет она медленно. Пешком можно уйти. Но кроме лавы есть еще и грязевые потоки от растаявших на вершине ледников. Они вполне могут дойти до берега и текут очень быстро. И даже если грязевой поток уйдет в сторону, то остается пепел. А это облако над вершиной, судя по форме и цвету, пепельное. Пепел, конечно, не лава и не грязь, но тоже ничего хорошего. Корабли отдраивать придется. Значит, срочно отплываем. Жалко, что не удалось остаться подольше, но...
Грохот еще одного взрыва заглушил последние слова главы экспедиции. Над вершиной разбушевавшегося вулкана поднялось еще одно и сине-черное пепельное облако. Но быстрого отплытия не получилось. Людей и имущество доставили на корабли менее чем за час. А потом возникли трудности чисто технического порядка, ведь галеон с его преимущественно прямым парусным вооружением не шхуна, способная идти круто к ветру под косыми парусами, и тем более не весельная галера, для движения которой ветер вообще без надобности. Галеону для хорошего хода нужен ветер в корму, ну или под определенным не очень острым углом, а ветер в этот раз был, как назло, практически встречным. Вот почему от берега отходили, медленно подняв все имеющиеся немногочисленные косые паруса, что позволило пассажирам и не занятых в парусных работах членам команды вдоволь налюбоваться на стремительно развивающееся извержение с довольно близкой, хотя и уже более безопасной, все увеличивающейся дистанции. Сначала вулкан выбрасывал облака пепла. Потом, как и предположил Абрахам ван Вейден, растопленные вулканическим жаром, опоясывающие вершину ледники, еще недавно столь ослепительно сверкающие в лучах солнца, а теперь, почерневшие от выпавшего пепла, стали сходить к берегу бурными грязевыми потоками, один из которых в считанные минуты превратил местонахождение бывшего лагеря экспедиции в сплошное болото. «Вовремя мы оттуда убрались», — констатировал Исаак Штерн, «а то бы все в грязи утонуло». «А это еще что?» — он поднес к глазам подзорную трубу. Вдруг совершенно внезапно на месте, где был водопад, снабдивший экспедицию прекрасной водой, полыхнул алый отблеск, а через считанные мгновения вместо вскипевшего водного потока на залитый грязью берег хлынула струя раскаленной до красно-огненной жидкой лавы. «Лава через трещины идет», — пояснил Мигель де Террес. «Я такое на Сицилии при извержении Этны видел. Сначала вода с ледников шла, а теперь лава через трещины пробивается. Скоро из кратера польется». И все это за несколько часов от спокойной гавани до огненного ада. Исаак Штерн опустил подзорную трубу. Не лучшее место для перевалочной базы. Да, не лучшее. Мысленно согласился с главой экспедиции Абрахам ван Вейден. Хотя, с другой стороны, люди в Исландии не 100 лет возле действующих вулканов живут и ничего. Так что нужно будет на обратном пути сюда вернуться, посмотреть, что и как. Может, все будет не так уж плохо, а там решим окончательно, стоит ли объявлять Тристан да Кунья заморской территорией колонии Израиль, или отказаться от этих планов навсегда, ввиду слишком буйного нрава здешней природы. Наконец, выйдя в открытый океан, сменили курс с Норда на Зюидост. Ветер стал практически попутным, а потому вскоре охваченный пламенем извержения остров Тристан да Кунья остался далеко за кормой. Впереди был Капштадт, последний оплот цивилизации, последняя стоянка перед длительным и опасным переходом в Австралию. Глава 6. Опасайтесь странных туманов. Что же все-таки это такое? С одной стороны туман, как туман, плотный, ползущий по самой поверхности воды, а с другой... Абрахам ван Вейден в очередной раз навел подзорную трубу на полосу странного зеленого тумана, неспешно расползающегося по курсу идущих в кильватере галеонов, охватывая корабли как бы полукольцом, все больше и больше заволакивая небо и горизонт. Но и многократно приближенная оптика изображения мало что объясняла. Все та же стена в виде плотной зеленоватой массы, ничем не отличающейся по виду, если бы не странный зеленый цвет, от типичного тумана высоких широт. И все это продолжается уже больше часа, начавшись совершенно неожиданно, после полуденных склянок, без каких-либо изменений погоды, которая с момента выхода из Капштадта, где простояли почти неделю в ожидании попутного ветра, пополняя запасы, остается такой же теплой и солнечной. И даже барометр ничего не показывает, хотя и должен был, хотя бы потому, что ветер, бывший с утра еще довольно свежим, теперь совершенно стих, что опять же свидетельствует о скорой перемене погоды. Первым необычное явление – странное зеленое облако, возникшее буквально из ниоткуда над самой поверхностью воды, что для облаков совершенно нетипично.
заметил вперед смотрящий матрос с Фор-Марса, о чем тут же и доложил, вызвав первоначально, по большей части, интерес к странному явлению, нежели беспокойство. Зеленое облако над самой водой в полдень, при абсолютно ясном, безоблачном небе. И что же это такое? Но когда через четверть часа это странное во всех отношениях облако из безобидной зеленой тучки у самого горизонта, могущий быть, по предположению Мигеля де Торреса, ничем иным, как плотным роем летящих насекомых, к примеру, саранчи, стало разрастаться на глазах, превращаясь в стену плотного зеленого тумана, стало не до досужих академических наблюдений. Навигация в тумане, скрывающем всякий обзор, опасна сама по себе, грозя столкновением или потерей из вида других кораблей. А уж если этот туман зеленый, да еще и возникает против всех правил, предписанных ему природой, то, обойти туман стороной не получилось. Ветер резко стих, а имеющееся, судя по всему, в этой части океана подводное течение понесло лишившиеся хода корабли, как метко выразился капитан Олаф Ларсон, прямо в пасть тумана. Нет, цвет явно не из-за преломления туманом, отраженного от поверхности воды солнечного света. Для небольшого облачка это было бы еще допустимо, но для таких размеров, как сейчас, по краям наблюдались бы блики, а их нет. Так что это однозначно не из-за рефракции. Опроверг собственную же, ранее высказанную гипотезу о причине столь странного цвета тумана Мигель де Торрес. «Морди», — позвал пасынка Абрахам ван Вейден, — «сбегай, проверь показания барометра». «Слушаюсь, гер, старший штурман», улыбающийся Морди, гордый тем, что ему сегодня доверена честь быть вестовым, сообщая об изменениях показаний такого важного корабельного прибора, как барометр, покинул квартердек, но меньше чем через минуту, вернулся и доложил. Показания прежние, изменений нет. А должны бы быть. До фронта тумана. Абрахам ван Вейден прикинул расстояние. Не больше мили. «Пора спускать паруса, Герштерн. Мне эти одинаковые показания барометра очень не нравятся». В голосе капитана Олафа Ларсона звучало явное беспокойство. Ведь до этого не подводил ни разу. И даже если ветер прямо сейчас задует, то обходить туман уже «Компас, гер-капитан! Компас чудит!» Возглас стоящего за штурвалом рулевого оборвал капитана на полусловие. Все четверо разом, не сговариваясь, кинулись к штурвалу. Через пару секунд к ним присоединился и Морди, которому тоже стало крайне интересно, что же такого происходит с компасом, основным навигационным прибором на корабле. А с компасом творилось что-то совсем уж невероятное. Магнитная стрелка, еще какие-то считанные секунды назад, четко указывающая положение сторон света, теперь хаотично металась из стороны в сторону, временами выписывая полный круг, будто готовая сорваться с оси. Да, конечно, корабельные компасы иногда чудили, и факт сей был известен морякам еще со времен Колумба, который впервые во время своего великого плавания заметил отклонение стрелки компаса от полярной звезды. А еще бывало, что стрелка компаса вдруг внезапно, ни с того ни с сего, начинала подрагивать, отклоняясь в разные стороны на несколько градусов, будучи не в состоянии точно указать положение сторон света. Но то, что происходило здесь и сейчас, такого, похоже, не наблюдалось за всю историю мореплавания. Либо, что еще хуже, наблюдавшие подобное моряки уже не могли об этом никому рассказать. Но как бы там ни было, возникал вполне закономерный вопрос. И даже два. Как быть и что теперь делать? Идти в Австралию, ориентируясь по солнцу и звездам, или... И вдруг все прекратилось. Стрелка вернулась в свое прежнее положение. Как будто ничего и не было. «Гер Ларсон, передайте по эскадре, спускаем паруса, ложимся в дрейф». Наконец нарушил молчание Исаак Штерн. «В случае потери в тумане место сбора. Капштадт. И еще». Он на секунду задумался. «Запросите, как вели себя компасы на других кораблях?» Ответ оказался неожиданным. Компасы изволили почудить у всех, но по-разному. На идущем втором в ордере Моисея стрелка компаса крутилась, похоже, не слабее, чем у них на флагмане. На Давиде наблюдали лишь отклонение на пару десятков градусов, а на концевом, замыкающем походный ордер Соломоне, наблюдали лишь легкое дрожание стрелки компаса. И если бы не запрос, возможно, вообще не обратили бы на это особого внимания. Это из-за тумана. Безапелляционным тоном заявил Мигель де Торрес.
Мы и Моисей были ближе всего, а Давид и Соломон. А этот туман нам компаса не испортит. Прервал научные рассуждения Мигеля де Торреса рулевой. Не испортит. Мы его куском железа заблокируем. Герр Ларсон, передайте по эскадре и еще... Исаак Штерн сделал паузу. Заблокировать не только рабочие компасы, но и запасные. Приборы ценные, не хотелось бы их потерять. И будем надеяться, что все будет хорошо. Да, будем надеяться, мысленно согласился с главой экспедиции Абрахам ван Вейден, поскольку ничего другого им сейчас просто не остается. И галеоны, один за другим, вошли в туман.